Приветствую всех любителей вязания на своем канале. Меня зовут Елена. Вы уже все посмотрели мой альбом, мое готовое изделие платье Tropical. Назвала его в честь пряжи Jeans Tropical от Yarn Art. Я для вас подготовила подробное попетельное описание, как оно у меня вязалось. Вязала я его именно таким, как вы его видите, на свою фигуру. Облегающие вещи мне не идут, так как я женщина крупная. У меня везде всего много. Ношу я 52-54 размер. Итак, давайте все вам расскажу подробно. Девочки, длина моего изделия после ВТО от начала плеча, сверху и до окончания подола 99 сантиметров. Точно такая же длина у меня была до ВТО. У меня ничего не растянулось и не село. Стирала я платье свое в машинке на режиме хлопок при 30 градусов. Ширина 54 сантиметра в ширину. Оно не узкое и не широкое. Глубина моей горловины составляет 28 сантиметров, а высота регланной линии составляет 25 сантиметров. Резиночка, отделка горловины 2,5 сантиметра. То же самое на рукавах 2 сантиметра. Подол 2,5 сантиметра резинка. Итак, для вязания вам понадобится пряжа Jeans Tropical от Yarn Art. 50 грамм, 160 метров. На 52-54 размер у вас уйдет 489 грамм пряжи. То есть это упаковка. 10 мотков. На размер 50-52 9 мотков. На размер 48-58 мотков, на размер 46-48 7 мотков, и соответственно 44-46 6 мотков пряжи. Плотность моего вязания составила в 1 сантиметре 2,3 петли, а в высоту составила 3,6 ряда. Спицы начинала я вязать спицами номер 3. Я набирала 80 петель на спице номер 3. После того, как я набрала 80 петель, так, девочки, на спице номер 3 я набрала самым обычным способом 80 петель. И начала вязать первый ряд. Значит, первую петлю я сняла, она кромочная. Дальше у меня петля регланной линии. Вот здесь и вот здесь я повесила маркер, выделила ее. Дальше отсчитала 14 петель рукава, повесила маркер, выделила кромочную петлю. Дальше 46 петель спинки, повесила маркер, выделила 1 кромочную петлю. Дальше 14 петель рукава, повесила маркер, выделила 1 кромочную петлю и пришла в конец ряда к другой кромочной. Ее я провязала изнаночной. Мы провязали с вами первый ряд. Дальше у нас вязание пока что идет прямыми поворотными рядами. Мы с вами на изнаночной стороне. Изнаночные петли, весь ряд провязываем изнаночными петлями до вот этой кромочной петли. Как обычно, первую снимаем. Здесь мы вяжем просто петли, перекидываем маркеры регланных линий без всяких прибавок изнаночными петлями. Поняли, да? Первый ряд лицевой лицевыми петлями, обратный ряд изнаночный изнаночными петлями без прибавок. Прибавки мы делаем только в лицевых рядах, перед регланными линиями, пока что перед регланными линиями. Дальше получается у нас третий ряд. С третьего ряда я начала вывязывать росток. Росток я вывязывала по спинке и по рукавам. Значит, смотрите, мы на лицевом ряду кромочную сняли, провязали здесь, сделали прибавку, здесь сделали прибавку. Провязали 4 петли, провязали весь рукав и провязали регланную линию одну. И мы очутились.
Итак, третий ряд лицевой. Кромочную сняли, сделали прибавку перед регланной линией на рукава, после нее провязали 14 петель рукава, сделали прибавку перед регланной линией, после нее мы уже на спинке. И на спинке мы провязываем после того, как сделали прибавку, 5 петель. Вот они. Дальше мы разворачиваем вязание и идем вязать изнаночными петлями по изнаночной стороне. Заходим на наш рукав и захватываем здесь 4 петли. Дальше разворачиваем работу на лицевую сторону. Опять мы делаем прибавку здесь и ищем нашу первую группу петель, 5 петель. Как только мы ее нашли, дошли до двойной петли, мы также захватываем еще после них 5 петель. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и идем без прибавок, проходим эту группу 4 петли, ищем двойную петлю, после двойной петли мы захватываем еще 2 петли с рукава. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Идем, делая прибавки вот здесь вот вдоль регланной линии, захватываем нашу последнюю провязанную группу петель, ищем двойную петельку, после нее мы провязываем 3 петли. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Нет, вру, не разворачиваемся. Мы провязываем эти 3 петли, провязываем до конца. Идем, делаем здесь прибавки также и идем до последней группы, до последней нашей кромочной петли. Значит, все, этот ряд мы провязали. Сейчас мы с вами на изнаночной стороне. Итак, перед нами сейчас будет изнаночный ряд. Кромочную мы снимаем. И все вот это наш весь росток мы будем провязывать уже опять только на другом рукаве, на правом рукаве и на спинке. Также, значит, по изнаночной стороне, не делая здесь прибавку, просто перекидываем маркер. Мы идем изнаночными петлями, вяжем проходим регланную линию рукава и спинки и захватываем 5 петель. Тут мы разворачиваемся на лицевую сторону. Идем делая прибавки уже здесь и здесь, на петли рукава заходим и провязываем 4 петли. Провязали, разворачиваемся на изнаночную сторону и идем, проходим регланные линии без прибавок и захватываем на спинке после двойной петли еще 5 петель. Захватили. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Идем, делая прибавки здесь и здесь. Ищем здесь двойную петлю и после нее провязываем еще 2 петли. Захватили. Развернули вязание на изнаночную сторону и идем уже после последней провязанной группы петель, после двойной петли мы захватываем еще 3 петли и провязываем их. И дальше мы идем вязать изнаночными петлями вот к этой кромочной петле. Дальше мы будем прибавлять только в лицевых рядах, в каждом лицевом ряду, то есть получается через ряд. После каждой кромочной мы будем прибавлять по одной петле при помощи накида. Значит, с этой стороны и с этой стороны. До тех пор, то есть делаем прибавки в лицевых рядах после каждой кромочной, делаем прибавки на регланных линиях, здесь, здесь, здесь и здесь. И делаем прибавку перед кромочной петлей. Значит, до тех пор, пока нас не устроит глубина нашего выреза. Значит, дальше соединяем вязание в круг, накидывая одну петлю на другую. И вяжем уже круговыми, то есть только лицевыми рядами, делая прибавки вдоль регланных линий до нужной нам высоты регланной линии. Когда я сомкнула вязание в круг, у меня было 116 петель на спинке, 82 петли на одном рукаве, 82 петли на другом рукаве и по 65 петель
от выреза горловины. Значит, как я высчитала, какой длины регланную линию мне вязать? Я просто свою кофточку померила и потом примерила на себя вот это изделие. То есть все, в общем-то, можно сказать на глаз. Дальше 10 петель на рукавах у меня на подрезы ушло. Я накинула 10 петель, сделала накида 10 петель с одной стороны и 10 петель с другой стороны. Дальше, девочки, я вязала, уже высчитывала, сколько мне нужно петель для моей груди. Обхват груди у меня 116 сантиметров. И подгоняла немножко петельки, прибавляла, то есть к тому количеству петель, которые мне нужно. 116 сантиметров я умножила на 2,3 петли в 1 сантиметре на плотность моего вязания. И получила, значит, необходимое мне количество петель, которые мне нужно связать. Ну, плюс там несколько петель я накинула, чтобы оно в прилипку не сидело. Смотрите, все мои прибавленные петли для груди я вам пометила здесь маркерами, как я делала прибавки. То есть я делала все прибавки и все убавки на талию сбоку изделия под рукавами. Начало ряда, когда мы сомкнули вязание в круг, у нас получается вот здесь вот посередине. Так, смотрите, при помощи накида я прибавила вот здесь вот одну петлю под одним рукавом и также одну петлю под другим рукавом. То есть 2 петли за ряд. Дальше провязала где-то 4 ряда и также прибавила при помощи накида одну петлю и вторую петлю. Опять провязала 3-4 ряда, там, по-моему, 4, да, здесь. Сделала здесь одну прибавку и здесь одну прибавку. Потом опять провязала 2 ряда, сделала здесь одну прибавку и здесь одну прибавку. Вот, в общем, все у меня, все прибавки, они сбоку, под рукавами. Дальше вязала, сколько здесь получается, 10 сантиметров. Ну, здесь как бы у меня грудь, на обхват груди вязала просто по кругу. И уже от талии начала делать свои убавки. Убавки делала точно так же, как и прибавки. Померила, сколько у меня сантиметров талия. И это количество сантиметров я умножила на 2,3 петли. Значит, и вот таким вот образом делала убавки. Провязывала 2 петли вместе, лицевые. Значит, за ряд я делала по 2 убавки. С одной стороны одна и с другой стороны одна. Потом провязала несколько рядов, то же самое повторила. Одну убавку сделала, вторую убавку сделала. И также провязала 2 ряда, одну убавку сделала и вторую убавку сделала. То есть прибавила я здесь 4 и 4, 8 петель, а убавила я 6 петель. Потом вот 6 петель убавила. И дальше провязала также где-то сантиметров 10 и начала уже прибавки делать на бедра. На бедра я уже делала прибавки по 4 петли за ряд. 2 петли с одной стороны прибавляла в этом ряду. И также 2 петли вот сбоку с другой стороны прибавляла. Провязала еще сантиметров 5 и повторила это же действие. 2 петли с одной стороны прибавила и 2 петли с другой стороны прибавила. Всего на бедра я прибавила 8 петель. И дальше пошла вязать вниз. То есть ширина изделия меня устроила. Я опять же все мерила и все смотрела, как на мне это все сидит. Дальше я решила разделить свое вязание на 2 части. На перед и на спинку. И связать вот такие вот разрезики. Как я делила свое вязание на разрезы? Я померила свое изделие, вычислила не где середина моего вязания, а где мне нужны разрезы на моих ножках, на бедрах. И там я пометила маркером себе, повесила один маркер и второй маркер с другой стороны. И вот примерно определила, где мне нужны эти разрезы.
у меня, смотрите, по переду 118 петель. Вот здесь 118 петель. А по спинке 166 петель. И начала уже вязать прямыми поворотными рядами. То есть я вот сделала, пометила здесь, да, развернулась. Начала здесь провязывать двойную кромочную петлю. Сбоку у меня двойная кромочная петля. Раппорт двойной кромочной петли составляет 3 петли. В лицевых рядах кромочная вяжется последняя лицевой, а в изнаночных рядах изнаночный. Но до этого 2 петли переснимаются. Значит, так я провязала вот столько вот и перешла уже на резиночку 1 на 1. В резиночке 1 на 1 также свою двойную кромочную я вязала двойной кромочной, чтобы не сборился край. Резинку я вязала здесь спицами номер 3. И забыла вам сказать, что провязав где-то вот столько, то есть до талии, я включила в работу уже спицы номер 3,5. То есть половина изделия связана спицами номер 3, и половина я низ уже вязала спицами номер 3,5, для того, чтобы мне не делать много прибавок, чтобы полотно было немножко шире. Вот, значит, на резинку я брала спицы номер 3. Что хочу сказать, что резинку эта пряжа не держит, можно так сказать. Видите, петельки все такие вот рыхленькие. Ну, в принципе, она здесь, эта резинка, и не нужна. Это просто как отделочка идет. Смотрится все очень гармонично, девочки. Значит, то же самое я проделала со спинкой. Вот так вот выглядит моя спинка. Здесь также резиночка 1 на 1. И по бокам разрез и двойная кромочная петля. Потом, когда я делала разрезы, вот эти вот, смотрите, я поделила вязание, вязала вот здесь вот перед. Дальше, когда я связала перед и начала уже вывязывать спинку, также прямыми поворотными рядами, я отсюда подняла из протяжки петлю, чтобы у меня здесь не было такого широкого отверстия. Видите, как они хорошо у меня выглядят. В эту же петлю я начала вязать. Вот. Вот таким вот образом. Так, в общем, здесь я закончила вам рассказывать. Теперь давайте приступим к отделке горловины и про подрезы на рукавах вам расскажу. Значит, смотрите, на подрезы я, как уже сказала, я набирала 10 петель. Но когда я поднимала рукав, все петли на спице я поднимала, я здесь еще дополнительно набрала по 2 петли. В общем, я набрала на рукава не 10 петель, а 15 петель. Чтобы у меня не было дырочек. Смотрите, как у меня классно получилось. Вообще вот никаких дырочек просто нету. Так что вот так вот. Значит, смотрите, как отделать горловину. С изнанки у меня выглядит это вот таким вот образом. Когда было все связано, я подняла петли на спицы. Взяла спицы номер 2,5 тоненькие. И начала поднимать вот отсюда. Так же, как у нас было начало ряда, я начала отсюда поднимать петельки. В каждую петельку я при помощи крючка подняла, прям в каждую я вкалывала и при помощи крючка подняла вот такое вот количество петель. И начала вязать уже, то есть как бы вот отсюда, да, резинку 1 на 1. Но спицами здесь 2,5 у меня спицы. Здесь 2,5. Провязала я здесь 9 рядов резинки. Потом 2 ряда полупатентная резинка, где сначала снимаются лицевые петли, а изнаночные провязываются. А второй ряд, где изнаночные снимаются, а лицевые провязываются. И закрыла петельки иглой. И забыла, в каждом ряду вот я вязала вот такую вытянутую петлю лицевую. Она вяжется также раппорт этой петли из 3 петель. Там меняются петли местами, вот, и вывязывается вот такая вот лицевая петля. Значит, на рукавах у меня связано 7
петель, ой, 7 рядов резинкой 1 на 1, дальше 2 ряда полупатентной резинки и также закрытие петель иглой. Так, один рукав и вот второй рукав. А на подоле я также вязала 9 рядов резинки, дальше 2 ряда полупатентной резинки и выполнила закрытие петель иглой. Ну, результат, в общем-то, вы видите. Вчера уже я одевала это платье. Хочу сказать, что я ловила на себе очень интересные взгляды, как мужчин, так и женщин. В общем, я считаю, что такая замечательная вещь получилась, изящная очень. И пряжа меня это, кстати, порадовало. Но несмотря на то, что здесь акрил есть, ну, я бы сказала, что я себя комфортно в ней чувствую. Так что, девчонки, вот вам идея связать себе что-то с этой пряжи. Можете просто джемпер вязать, можете, как я, платье вязать. Результат вы видите. И на мне, и вот он, пожалуйста, перед вами. Ну вот, девчонки, я с вами поделилась описанием своей работы. Надеюсь, что вам все очень понравилось. Вяжите, может быть, немного изменяя, допустим, мой фасон, потому что мне в данный момент такой фасон идет, а вот вам, допустим, этот фасон не пойдет. Вы можете сделать его более приталенным, выше разреза сделать. В общем, как вам будет лучше, удобней. Вот, жду ваши готовые работы в своем инстаграме или в своей группе ВКонтакте. Ну, на этом я буду с вами прощаться. Увидимся с вами в моих новых роликах. Пожалуйста, поставьте мне лайк и подпишитесь на канал. Всем желаю добра, мира и позитива. Пока-пока.